минус одна курица-несушка. В зиму будут нести яйцо. Не происходило больше. Этот кетчуп без уксуса. Смотри, прекрасно кушают. Шел в курятник мешками. Золото. Прелесть. Посмотрите, как выгребла корм. И догадайтесь, кто это сделал. Это сделала курочка, которую я здесь оставила. Потому что пока ее здесь не было, здесь было все отлично. Никто ничего не выгребал. Вот она. Ты выгребла зерно. Посмотрим, хоть снесла она что-то. Ага, не посмотрим. Гнездо занято. А ну-ка, все-таки интересно. Да не кричи, конечно есть. Конечно есть. И шелковая есть. Ой, крикуха, и этой. Вот. Надо сюда поставить ящик, чтобы сено не рассатывалось в разные стороны. Все, шелковые куры, как только видят яйца, им сразу надо становиться мамами. Сразу надо быть квочками. Вот у кого нет квочек, заводите себе шелковых кур, и вы всегда будете с квочками. Только показать нужно яйца. Выходим. Выходим. Ой, как не терпится. Первая выскочила. Не может подождать секундочку. Выходим на прогулку. Поступил заказ на куриный помет. Ведро приехало. Сестра попросила куриный помет для своих цветов, роз, для красивых цветущих роз. Поэтому девочки мои постарались. И сейчас все это поедет в город. Все это поедет к сестре. Все сейчас буду убирать. Потому что куриный помет — это самое лучшее удобрение. Самая лучшая подкормка для растений. Вы это сами видите по моим урожаям в теплице и на огороде. Лучше куриного помета удобрения не придумали. И когда сестра ко мне приезжает на дачу, всегда стараюсь дать ей в ведро куриный помет. Для того, чтобы она могла удобрить свои цветы. В гнезда очередь. Квочку высаживаю. Пусть гуляет. Кое-что и вкусное нашла. Это у меня рядом замачивается хлеб, сухари для кур. И квочка, конечно же, нашла сразу кусочек вкусненький. Хлебушка размоченного. Молодец. А ну-ка иди еще возьми.
Сухарей сейчас немного. Вот так. Пользуясь случаем, везет квочки. Размачиваются сухари для кур. Ну, пусть покушает. Вот так вот кормовую ракушку ношу в курятник мешками. Вот, покупаю уже вот такими мешками. Мои куры формируют яйца, и им нужен строительный материал. И кормовая ракушка съедается очень быстро. Ношу вот такими мешками в курятник кормовую ракушку. Некоторым уже не терпится. И теперь кормовую ракушку нужно насыпать всем поровну. Вот такая бункерная кормушка для кормовой ракушки у моих курочек. И как видите, она пустая. Ой! Рассыпала. Ничего, сейчас все соберем. Посмотрите, как ровненько на мелкие кусочки ровные побита эта ракушка. Все сейчас соберу. Вот и курочки соберут. Вот такая красивая кормовая ракушка, смотрите. Разбита на мелкие ровные части. Кормовая ракушка в курятнике должна быть обязательно. Это строительный материал для скорлупы яйца. Она помогает курочке сформировать яйцо. Все, успокойся. Иди, я тебя пожалею, иди. Ну, успокойся, хватит. Тут есть. И тут есть. Сумасшедший дом.
лучший дом. И несу ракушку вот этим курочкам и индюшкам. Потому что ракушка у нас служит не только строительным материалом, но и хорошему перевариванию зерносмеси. И для того, чтобы хорошо усвоилась зерносмесь и было хорошее пищеварение и хорошо росла птица, для этого я поставила тоже здесь вот такую бункерную кормушку для ракушки. И буду сюда тоже насыпать. В данном случае мне надо, чтобы здесь индюшки и курочки хорошо кушали, хорошо усваивалась зерносмесь, и они быстро росли. В рационе питания у индюшек обязательно должна быть кормовая ракушка, песок, ну и желательно еще угольки. Меня часто спрашивают, какую кормовую ракушку я даю. Вот такая вот кормовая ракушка мне очень нравится по качеству. А в этот раз я купила вот такую. Тоже неплохая морская ракушка. Містить в собі близько 37% кальцію. Но обычно я старалась вот такую покупать. В этот раз такую не получилось. Взяла вот такую, и она оказалась тоже неплохая. В вольере у шелковых у меня отдельной кормушки такой нету. Ничего страшного, я могу вот сюда в песочник. Курочки, когда купаются, они кушают. И вот этот песочек и пепел, поэтому я могу кормовую ракушку насыпать прямо сюда в песочник. Они найдут. У кого из курочек будет потребность в кормовой ракушке, они спокойно здесь ее найдут. Обратите внимание, квочка начала бить цыплят. Значит, скоро она снесет яйцо.
Вот курочка только что скушала уголек. Маленький уголек нашла и скушала. Квочка обижает уже цыплят. В третьем вольере у индюков или горнов есть еще кормовая ракушка. Но я немножко еще подсыплю свежей. Вот, видите, здесь еще есть. Насыпаю такую, пусть еще такую покушают. А остальную сюда, в бункер. Меня часто спрашивают, что значит остатки со стола вы даете. Вот, например, рис. Немножко осталось, и все это приезжает в курятник. Ну и сухари. Размоченный хлеб, тоже остатки со стола. Хлеб размачиваю в воде, и все это идет в курятник. А здесь персональная тарелка.
самые хитрые. Курочка Маран. Черненькая вот. Сейчас она отдыхает, яиц пока нет. Несутся пока только помесные с петухом Мараном. А это чисто породная. Петь, ну возьми что-то. Ну скушай что-то. Картошка. Опять и снова. Лучше я ее сейчас сварю, которая немножко подпорченная, обрезаю. А если сейчас не скормить эту картошку курочкам, то она пропадет. Поэтому лучше я сейчас дам. Картошку я часто не даю, я чередую овощи. Один раз приезжаю картошка, в следующий раз приезжаю буряк, в следующий раз капуста. То есть у меня каждый день куры картошку не кушают. Можно и не тереть картошку. Смотри, прекрасно кушают и без натирания. Я частично натираю. Половину натру, половину нет. И так будет нормально. Ну и обязательно всем даю. Индюшатам, цыплятам. Цыплятам начинаю потихонечку давать, понемножку. Вот такая красота. На, тебе не дают? Ажиотажа нет, у меня куры не голодные, у них всегда есть зерносмесь. Они всегда в вольном доступе имеют зерно, поэтому они не голодные и не жадные на еду. Вот так вот, да? Скажите, кто-то бы как травы накосил да принес? Вот это да! Вот от травы бы мы не отказались, но, к сожалению, не всегда есть у меня время на это. Сегодня будут без травы. Вот так. Идите. Это они любят. А ну, кто будет? А ну покажите, как вы любите картошку. Вот еще пример, что такое остатки со стола. Смотрите, немножко гречки, немножко вермишели. В основном это гарниры. Вот, видите, всего понемножку.
Это все остатки со стола. В основном это гарниры. А теперь можно посмотреть результат такого содержания кур. Нашел, где купаться. Вот это песочница у тебя. Ладно, не будем ему мешать. Посмотрим, что тут. Результат. А результат лежит в этом гнезде. Так, а что у нас тут? Минус 2 курицы-несушки. Минус 1 курица-несушка. И минус 2 курица-несушка. Видите? Как экстренно у меня выносятся курочки. Ну, это и хорошо. Скажу почему. Потому что пришла осень. Сегодня 1 сентября. И, как вы знаете, осенью перед зимой я всегда пропаиваю своих кур от глистов. Делаю профилактическую пропойку от глистов. И, как вы мне все пишете, советуете это делать, когда курочки меньше несутся. Ну вот посмотрите все сборы моих яиц и подскажите, когда мне это сделать? Конечно же, было бы с одной стороны и неплохо, чтобы яиц было меньше, и меньше было мне пришлось выбрасывать яйца, так как вы знаете, что когда я пропаиваю кур от глистов, я яйца все обязательно выбрасываю. Никуда я их не употребляю, ни в пищу сама, и животным тоже я эти яйца не даю. А яйца после пропойки от глистов выбрасываю. Поэтому, ну вот как будет, так и будет. А с другой стороны, конечно, хочется, чтобы курочки неслись хорошо. Поэтому еще немножко подожду, недельку-полторы, и буду пропаивать от глистов уже. И тогда, вот, вы сами видите все сборы моих яиц в курятнике. Я снимаю все сборы яиц. И выбрать такое время, чтобы было мало яиц, ну, конечно, это и хорошо. Пусть несутся. Меня устраивает и так. Один раз выброшу яйца, ничего, зато курочки будут профилактически пропоены от глистов. Но так как я вижу, что уже появляются вот такие мелкие яйца, возможно, немножко меньше будет яиц. Но есть же куры, которые отдыхали летом. Это же не все курочки несутся. И, скорее всего, начнут нестись другие. Это результат содержания кур на расстоянии и содержания кур при питании зерносмесью. Никаких кормовых добавок мои куры не кушают. Конечно, кроме кормовой ракушки, потому что кормовая ракушка тоже считается кормовой добавкой. Я имею в виду премиксы, мясокостная, рыбонокосная мука и всякие добавки. Мои куры кушают только зерносмесь. И вот скоро я сниму, меня очень многие просят показать зерносмесь, которую кушают мои курочки. Я в ближайшее время постараюсь это сделать, сниму видео отдельное.
Зерносмесь у меня очень-очень простая, которая состоит всего лишь из 3 ингредиентов. И, как видите, результат прекрасный. Конечно, мои куры кушают не только зерносмесь, но и сочная корма в виде овощей. И я считаю, что главный элемент это именно есть и овощи, и трава в питании у кур для того, чтобы они хорошо неслись. Так, это еще не все. И вот еще одно яйцо лежит здесь, и причем горячее. Все в этом гнезде собрала. Так, верхнее гнездо. А верхнее гнездо несет потери. Потери все из-за того, все причина одна и та же, потому что гнезда не закрыты. Не закрыты. Конструкция этого гнезда открыта и недоделана. И, скорее всего, я прямо сейчас хотя бы одно гнездо, но закрою. Чтобы вот этого не происходило больше. В данном случае мне жалко не яйцо, а жалко своего времени, потому что вот это все мне нужно сейчас убирать и мыть. А это все драгоценное время тратится. В первом вольере яйца собрали. Я вам не показывала. Я накрыла этот вольер сверху сеткой, потому что индюшата начали перелетать этот заборчик. И я приезжаю, а индюшата ходят вместе с курочками здесь в большом вольере. Поэтому вот этой солнцезатеняющей сеткой до выпадения снега можно закрывать. Как только начнет выпадать уже снег, эта сетка должна обязательно быть снята, потому что будет налипание снега, провисание и обрывание этой сетки. И вот эта солнцезатеняющая сетка становится опасной для птицы. И теперь все индюшата сидят в вольере. Никто на заборе не сидит. Я иду за яйцами в третий вольер. Здесь уже в яйцах хозяйничают цыплята. Что ты тут ищешь? Уже, наверное, разгребли здесь все. Конечно же, все разгребли. Вот, видите, уже 2 яйца снесла вот эта курочка, которую я здесь оставила. Помесная с амирауканом. Уже 2 яйца. Два огромных круглых яйца. И одно шелковой курочки. И сейчас я вот сюда поставлю ящик. Мне не очень нравится, что практически лапами раздвигается это сено, и курица сидит на досках, прямо на досках. Это нехорошо. Такое гнездышко не должно быть здесь. Поэтому сейчас ящик сюда поставлю и в него положу сено. Но здесь даже нет смысла останавливаться и ставить ведро. Сами видите, яиц нет. Но все-таки тщательно хочу посмотреть. Что-то мне не верится.
Нет, точно. Яиц нет. Мне не верится. Как это так? А ну-ка посмотрим, мокрого здесь нет. Нет. Это не мокрое. Значит, яйцо здесь не было съедено. Все сухо. По крайней мере, пока я здесь присутствую, яиц тоже не было снесено. Ну, возможно, отдыхают. И это нормально. Меня, кстати, недавно спрашивали, задавали мне вопрос. Молодые курочки начали нестись, немножко понеслись и перестали. Это абсолютно нормально. Молодая курочка может дать несколько яиц и начать формировать следующую длительную, более длительную закладку яиц. Поэтому так происходит, по крайней мере, у моих курочек постоянно. Особенно у курочек молодых, которые только-только начали нестись. Поэтому волноваться по этому поводу не стоит. У кур молодых это нормальный процесс. Снесут несколько яиц и формируют следующую, более длительную закладку яиц. В данном случае у меня вот курочки лигорны. Молодые курочки, у которых так и происходит. Здесь ничего страшного нет, волноваться не нужно. Курочки отдохнут, и зато на зиму они начнут очень хорошо нестись. И всю зиму будут нести яйцо без перерыва. Собираю сегодня опять помидоры. Огромные такие. Будут соки. Будут соки, кетчуп. Все переработаем. Ничего не пропадет. Бинигара. Сержант Пеппер. Гигант Напа. Вот такие они огромные. Снизу, смотрите, идет пасынок и цветок. Я уже ничего не трогаю. Все как есть. Вот такие огромные. Гигант Напа. Очень люблю я такие помидоры пускать в кетчуп, в сок томатный. Кстати, кетчуп, который я делаю, у меня есть видео на канале, рецепт. Я использую для очень многих блюд. Для приготовления борща. Вы не представляете, какой вкусный борщ получается с этим соусом, который я называю кетчуп. Для голубцов, для тефтелей, для всех мясных блюд заливки. Это такая получается вкуснятина.
А самое главное, что этот кетчуп без уксуса, поэтому я могу его использовать для приготовления любых блюд. И вот очень вкусный получается именно вот с таких мясистых, красивых помидоров. Внутри он очень красивый, розовый. Айдар. Смотрите, какой айдар. Это уже остатки. Уже собирала очень много. Заквасила, замариновала. Все это сейчас буду собирать. И покажу вам, сколько насобирала помидоров. Некоторые помидоры вот так вот уже наклонились. Их бы, конечно, желательно подвязать. Но уже ничего этого делать я не буду, потому что как бы уже смысла нет. Но можете себе представить, если бы этот помидор был вот так красиво подвязан. Конечно, подвязывать сейчас уже нет смысла. Только собираем урожай. И посмотрите, какой красивый лист у этого помидора. Черный деликатес. Помидоров здесь очень много. Отдача этого помидора очень-очень хорошая. И уже столько здесь собрано. Очень много собрано с этого куста. Вот такой черный деликатес. Вот такой помидор. И вот такой вот лист. Зеленый, такой прямо с фиолетовым оттенком. И вот такой помидорчик. Вот так вот выглядят мои помидоры 1 сентября. Здесь упала палка, видите, от тяжести. Ничего не трогаю. Главное не навредить сейчас, не переломать нигде ствол. За листьями не видно, но здесь очень много красивых помидоров спряталось. Не знаю, как вам показать. Но листья я не трогаю. Они служат питанием и служат защитой от солнца. Даже солнца сентябрьского бывает у нас очень жарко и в сентябре. А вот это помидор, который я вам рассказывала, это помидор еще, который садил мой папа. И эти семена я высаживаю каждый год как память о нем. Вот такие огромные сливки мясистые. Очень вкусные помидоры. Самое главное, что в этом помидоре никогда не бывает пустот внутри. Он полный и очень-очень мясистый. И обязательно каждый год собираю семена с этих помидор. Вот смотрите, он вот как рука моя, видите? Огромный, тяжелый, полный, мясистый, не кашеобразный, а сочный помидор. Ну и видите, урожайный, очень урожайный. Вот сколько их, боюсь трогать, чтобы не переломать нигде ветку. И здесь уже помидоры собирались. Это уже остатки, можно так сказать. И он дальше, видите, завязывает. И дальше цветет. И дальше вот на верхушках завязывает помидорчики.
Мохитос наспел. Вот такие красивые. И уже сверху, посмотрите, сколько их здесь много. 1 сентября. И еще много зеленых. Если будет хорошая погода осенью, то здесь еще очень много будет помидоров. Вот. Это все мохитос. Палка не выдерживает. Наклонилась, и я уже ее не трогаю, чтобы не поломалась, главное. Это тот помидор, который хочется садить каждый год. Колибри. Это тоже тот помидор, который я буду садить каждый год. Столько уже я с него собрала, с этого куста. Просто очень много уже сняла. И он продолжает спеть. Состояние куста на 1 сентября прекрасное. Листья все живые. Достаточно для того, чтобы вот так вот прекрасно выглядел куст на 1 сентября. Достаточно всего ему 3 обработки от фитофторы. И все. И собираем помидоры. Такие помидоры желательно, конечно, секатором снимать, потому что повреждается место крепления помидора. Не, вот этот удачно сорвала. И вот видите, вот такая трещина. Это значит, нужно сегодня, завтра, в крайнем случае, его уже переработать. Пока помидор висит на ветке, на кусте с такой трещиной, ничего с ним не происходит. Но как только уже его сорвали, обработка, обязательно его переработка должна быть. И вот этот тоже помидор. Вот, секатором надо обязательно это делать. Ну, оборвала уже его. Ладно. Смотрите, Бенигара. Обалденный помидор, который тоже будет всегда в моей коллекции. Бенигара. Вот, посмотрите относительно меня рост этого помидора.
Вот, видно. А теперь я показываю бенигару. Совершенно рядом, вот, находится. Посмотрите. Мой 1,75 м. И вот смотрите, какого роста бенигара здесь. От чего это зависит? Абсолютно не знаю. Возможно, именно в этом месте я вывернула тачку с куриным пометом. Возможно, не исключаю, потому что когда я зимой вывожу сюда солому с куриным пометом, я их хаотично выбрасываю по всему огороду. Тут бы еще подвязать. Наверное, возьму веревочку, все-таки подвяжу. Хоть и 1 сентября, уже смысла нет подвязывать. Но, наверное, подвяжу, потому что вот наливаются вот эти вот кисти, которые сверхние, и они будут наклоняться под тяжестью и будут ломать ствол. А посмотри, вот какая кисть. Посмотри, какая кисть. 8. Надо подвязать все-таки. И вот урожайность бенигары. Вот кисть вся завязалась. И это не теплица, открытый грунт. Открытый грунт. Посмотрите, сколько этой здесь плодов. Вот. И точно такая же она урожайная и в теплице. Просто вся завешена. Посмотрите, какие помидорчики. Прелесть. После высадки помидоров в открытый грунт я не удобряю абсолютно ничем. Никаких удобрений в дальнейшем в росте этого помидора нет. Единственное, что всю зиму я на огород вывожу всю подстилку из курятника. И потом трактор переорит землю, и где попадется, там попадется. Где нет, там нет. Оборвала зеленый помидор. Вот. Вот так. То есть помидоры летом видят только чистую воду. Ого, какой! Ой, какой красивый! Германский тидвел. Красотища какая! Смотри. Смотри, какое золото. Прелесть. А какая это вкуснота. Один помидор и салат готов. Смотри, какой красивый. Апельсины. Апельсины уже просто сок. Класс. Все, несу в тенечек. Показываю вам все, что собрала на огороде, и теперь везу домой. В этот раз не сортировала по цветам, потому что это очень долго и неудобно. Для того, чтобы сортировать по цветам, удобно садить помидоры по цветам. Один ряд желтых, ряд красных, розовых. Но я так делала в прошлом году, мне не сильно понравилось, поэтому сажаю теперь помидоры только по росту. Низкорослые, среднерослые и высокорослые. Без разницы, какие они по цвету. Так удобнее потом подвязывать. Поэтому вот так вот в разнобой везу вот такое количество помидоров. Опять едет все в переработку. Очень все вкусное. Надо все приготовить. Это все будет заготовки для зимы.
Гарбуз едет домой. Перцы, огурцы, баклажаны, кабачки. Черри. Половину черри уже съела прямо в теплице. Здесь едут помидоры, которые были треснутые. Я сразу их здесь же обрезаю, чтобы не везти лишний мусор домой. И одновременно в курятник несу все обрезки. Это вкуснятина для кур. Здесь тоже, чтобы не везти домой много мусора. Здесь собранные яблоки, которые упали, все почистила. И дома остается только сварить повидло. А все очистки пошли тоже в курятник для индюков. Немного беру так яблок. Граф Эзо. Внутри это яблоко желтое, мякоть желтая, твердое, очень вкусное яблоко. Это считается летнее яблоко, но сейчас у нас осень уже, и этих яблок полным-полно, и оно еще очень вкусное, сладкое, присладкое яблоко. Граф Эзо. Вот такое оно красивое, желтенькое, с красненькими полосочками, и внутри мякоть желтая. Смотрите, какое, как на картинке. Сочное, сочное.